Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить масштабной модели Волга Нижегородского автомобильного завода ГАЗ. Данная модель производилась на этом заводе предположительно с середины 60-х по начало 90-х годов. Модель была выполнена из металла и не имела открывающихся частей. Днище было на заклепках, и потому разобрать модель без их частичного разрушения было невозможно. Масштаб данной модели был 1 к 50, и ее можно было отнести скорее к сувенирам, чем к масштабной модели не только из-за размера, но и за детализацию, которая не блистала особым сходством с реальным автомобилем. Однако, несмотря на простоту форм и отдаленную похожесть на легендарный автомобиль ГАЗ-24 Волга, машинка имеет некоторые особенности, которые делают ее довольно ценной в глазах коллекционеров. Прежде всего, это качественная и разнообразная покраска, которая очень бросается в глаза, и эту модель действительно приятно подержать в руках из-за этого. Некоторым данным, эти модельки красили той же краской, что и реальные автомобили Волга. Вторая особенность заключается в том, что машинка имеет имитацию светящихся фар за счет использования световода, идущего от заднего стекла к передним фарам через весь салон. То есть для того, чтобы фары светились, нужно на определенный участок заднего стекла направить источник света. Такой забавной фишки у других советских моделей не встречалось и является в некотором роде уникальным. Среди разновидностей модели были варианты как с двумя, так и с 4 фарами. Последние считаются более редкими и в продаже встречаются нечасто. У 4-фарных решетка радиатора идет с продольными полосами, а у 2-фарных с поперечными. По периодам производства информации немного. Самое явное — это отличающиеся штампы на днище моделек. Самые ранние были произведены к 50-летию Октябрьской революции и имели соответствующую дату на днище. Далее дата пропадает, и отличие уже было в размере шрифта и надписи в рамке под передней осью. Также возможно разное количество насечек на кузове, имитирующих воздухозаборники. Коробочек на данную модель известно несколько видов, которые отличались цветом, надписями и вложенными вовнутрь вкладышами с дополнительной информацией. Цена на данную модель стартует от $20 без коробки и в позднем исполнении и доходит до $100 за модели более ранние с коробочками и экзотическими цветами. Особенно дорогие машинки с хромированием корпуса. Всем спасибо за просмотр данного видеообзора. Надеюсь, было интересно и познавательно. Пока-пока.